Привет, я Нергиз. Сегодня мне захотелось сделать рисунок гуашью. Впервые за долгое время я возьму ее в руки. Сам процесс я буду объяснять. Хочу переделать старый скетч в арт. Но для начала нарисую обычным карандашом. Хотите ли вы видеть более подробный процесс рисовки? Если да, то дайте мне знать об этом в комментариях. Я немножко покажу процесс, но акцент у меня будет больше, конечно, на гуаше. Я пробовала разные материалы: акрил, акварель, пастель и другие, но по душе мне пришла все-таки гуашь. В этом видео я рисую персонажа по имени Гриффит из аниме Берсерк. Меня очень привлекает его атмосфера и эстетика. Вы должны понимать, что при работе с гуашью важна усидчивость. Начинаю я с фона. Он у меня голубого цвета. И, кстати, совет небольшой: чтобы ваш рисунок сочетался с фоном, ну и сам персонаж, да, добавляйте цвет фона в персонажа. Так он будет смотреться более гармонично. Голубой цвет также я добавляю в тень и на глаза, потому что его глаза будут голубыми. Базовым телесным цветом я покрываю все, что находится не в тени. Мы смешиваем для нужного нам оттенка, хотя бы базового цвета кожи. Мы смешаем белый, желтый, красный и немного зеленого. Все количество цветов зависит от того, какой вы оттенок хотите. Ну, я по большей части добавляю, конечно, больше белого. Он у нас бледноликий, делаю на выступающей части лица более холодный тон. Тени я же делаю наоборот, более теплые, чтобы был контраст. Переходим к пальцам рук. Они у нас имеют цвета более красноватого. Такой же цвет мы стараемся нанести и на рисунок. Коричневым цветом беру и выделяю темные детали, такие как ресницы и ноздри. Ну, чтобы было более понятно, где у меня что находится, потому что пока я делала тон, у меня все просто смылось. Очень светлым тоном, почти что белым, я прорабатываю участки пальцев, там где видно, что у нас попадает очень много света. Обязательно тушую все это дело пальчиком, без этого у нас ничего не получится. Тем же коричневым цветом я рисую некий контур или же темные участки. Ноготочки я делаю базовыми розовыми цветами. Я показала их на палитре. Также наносим сначала базовый цвет розовый, потом осветляем светло-розовым, и где тень, наносим темно-коричнево-розовый цвет. И не забываем про наш небольшой блик на ногтях. Перехожу снова к листочку. Светло-зеленым оттенком я прорабатываю самый светлый участок, это кончик, точнее кончик, конец, лист. Ну, короче, вы поняли. Прошу заметить, что на лице, где есть тень, сплошная, да, типа, на самом деле у нас есть еще полутень. И если мы ее покажем,
то рисунок будет смотреться более реалистичным. Чтобы нам ее показать, нам нужно сделать немножечко светлее нашу основную тень. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Да. С волосами дело обстоит так. Он у нас блондин, поэтому будем постепенно вносить темно-серый, серо-голубой оттенок. Также показываю, где именно темно-серым оттенком, показываю, где будут тени. Можно сразу не затемнять, просто именно показать. Потом уже основным цветом заполняю все участки, кроме теней. Также берем тот же цвет, который мы рисовали тень, и рисуем некие волны, потому что волосы у нас волнистые. На выпуклой части волос мы рисуем более светлым оттенком, то бишь серо-светлый цвет. А там, где темный, то мы затемняем. И делаем одну и ту же махинацию, пока нас не устроит результат. Потом уже беру почти белый цвет и добавляю на самые-самые светлые места. С телом я, если честно, очень сильно намучилась. Не смогу, наверное, вам толком объяснить, как сделать покрас торса. Ну, я просто, как видела, так и рисовала. Извиняюсь за такое объяснение, просто старайтесь соблюдать те же цвета, что и на лице, но на теле, логично. А уже основные детали, такие как ожерелье, я рисовала карандашом. Сначала наметила его, где она будет. Наметила само вот это яйцо красное. На фотке там видно светотень. Осветляю светло-розовым, потом беленький добавляю, там где прям очень светлая часть. И темными, темно-коричневыми, темно-красно-коричневым цветом я затемняю места, где это нужно. Я, конечно, шикарно объясняю в кавычках, но надеюсь, когда-нибудь у меня получится хорошо объяснить что-то. Надеюсь, это видео было хоть немножечко вам полезным, вы что-то поняли, а может и не поняли. Тогда извиняюсь заранее. На этом все. До следующих видео. Пока!